Здравствуйте. Я думаю, многие люди, которые много ездят на велосипеде, задумываются, когда появляется ребенок, как возить его на велосипеде, как приучать его к велосипеду и просто как его можно на велосипеде куда-то перевести на короткое или большое расстояние. Я перепробовал несколько детских велокресел, передних, задних, и теперь хочу рассказать вот о таком переднем велокресле. Я думаю, многие видели, знают такие задние велокресла, которые крепятся за раму, за подседельный стержень, где-то здесь крепятся, и ребенок сзади сидит. Ребенок там может спать, но проблема в том, что когда ребенок сидит в заднем кресле, он не видит дороги, он видит только спину того, кто сидит на велосипеде, он видит рюкзак, иногда рюкзак мешает ребенку, и водитель велосипеда, родитель никак не контактирует с ребенком, он не видит его реакции и так далее. То есть заднее велокресло мне не понравилось, я с таким ездил, такое сейчас стоит у жены, поэтому я попробовал несколько передних велокресел. Вот одно из них. Я покупал его и на Алиэкспрессе, и на Озоне. Так получилось, что я заказал его на Алиэкспрессе, потом продавец сказал, что нужно доплатить за доставку, я отказался. Я понял, что продавец ничего не отправит, я заказал его на Озоне в 2 раза дороже, потому что я все же хочу покатать своего ребенка на таком удобном велокресле. Я заказал его на Озоне, оно пришло с Озона и оно пришло с Алиэкспресса. Теперь у меня есть их 2. Ну, как бы с Озона оно в 2 раза дороже, но оно приходит быстрее. Оно на Озоне стоит, по-моему, 4400 российских рублей. На Алиэкспрессе оно стоит в 2 раза дешевле, абсолютно точно такое же. Так что, если у вас есть время, лучше заказать с Алиэкспресса. Абсолютно то же самое. Итак, приходит вот такое вот велокресло, мягкое, удобное велокресло, 2 пластины, и оно крепится на практически любую раму. Но у рамы должны быть 2 трубы. Если у вас женская рама, если у вас вниз уходит только 1 труба, то такое велокресло закрепить не получится. Это нужно учитывать. Про установку велокресла я записывал отдельное видео, и оно будет где-то здесь по ссылке в описании в правом верхнем углу видео. В общем-то, ставится оно довольно просто, и в комплекте с велокреслом я выбрал комплектацию с таким рулем. Итак, велокресло крепится на раму. Здесь есть такой эксцентрик, который затягивает 2 половины. Внизу за нижнюю трубу затягиваются подножки пассажира, и сверху здесь крепление седла, и тоже пару болтиков держится за верхнюю трубу. Вот эти вот подножки, они с такими вот стропами, и вроде бы ребенок может ставить ноги и без них, но когда он ставил ноги просто так, без этих резинок, то при повороте руля вилка упиралась в его ноги, потому что он ставил примерно сюда пятку, и при повороте я замечал, что он снимает ноги, и вилка ему мешает. То есть ему было неудобно, и лучше, когда садите ребенка, все же ноги ставить его в эти вот фиксаторы резинки. Их можно ставить в 2 размера, здесь есть регулировка больше и меньше. Вот можно еще немножко увеличить. Наверное, я увеличу и сделаю эту петельку побольше. Вот, видите, есть еще 1 размер. Так, крепится оно, в общем-то, крепко. Держится все очень хорошо. По-моему, написано, что оно может выдерживать вес до 35 килограмм. Но когда я забирал своего ребенка с детского садика, мы шли туда с женой, и я подумал, почему бы не попробовать. Может быть, я смогу подвести жену на этом детском кресле. Она весит 68 килограмм, и 68 килограмм это детское кресло свободно выдержало без всяких проблем. То есть, я думаю, килограмм 70, а то и 80 оно держит спокойно. Ребенка 3-4 года, моему ребенку 3 года, оно держит вообще без вопросов, как вы понимаете. Так, ноги могут стоять здесь. Кресло мягкое, кресло удобное. Есть нюанс, что неудобно садить ребенка на велосипед без боковой подножки. То есть нужно велосипед куда-то опереть, или нужно велосипед держать, и чтобы велосипед стоял, и при этом нужно посадить ребенка на детское кресло. То есть желательно, если у велосипеда есть хорошая крепкая боковая подножка, а лучше, если у велосипеда есть двойная подножка, которая как центральная ставится, и велосипед стоит ровно. Ну, такое бывает редко, но такое встречается. Ну, в принципе, я без боковой подножки
где-то ставлю его к забору, опираю ручкой, сажу ребенка и еду без проблем. Есть такой нюанс, да, если женщина будет садить ребенка, то, наверное, будет не совсем удобно, потому что держать велосипед и садить ребенка на все рук не хватает. Так, что еще? При установке я заметил, что детское кресло немного мешает коленям. То есть, когда я сижу, вот здесь вот я кручу педали, то оно немного здесь мешает. Оно узкое, оно практически ногами я его не задеваю, но все равно, когда не привык, то чувствуется, что здесь вот что-то немножко есть. Поэтому я его сдвинул максимально вперед. И еще я поменял вынос на более высокий. То есть я взял вынос под 45 градусов, чтобы поднять руль. Потому что раньше вынос у меня был прямой, и была низкая агрессивная посадка, и оставалось мало места для ребенка. Если у вас посадка сильно наклонена вперед, то нужно учитывать, что ребенок, скорее всего, будет сидеть прямо, и ему будет не хватать места. То есть либо нужно вот этот руль ребенка сдвигать вперед, либо нужно поднимать ваш руль. А вообще в идеале можно поставить удлинитель руля, потому что когда сидит ребенок, вот здесь вот его находится, вот здесь находятся его колени, и когда поворачивается руль, то его руль упирается в его колени. То есть сильно уже руль повернуть нельзя. Радиус поворота при этом уменьшается. Это следует учитывать. Если поставить сюда удлинитель руля, или у вас длинный шток вилки, ну я не знаю, насколько он длинный здесь должен быть, то тогда вот эта часть руля уйдет выше, и часть руля не будет мешать его коленям. Ну и тогда, в принципе, можно, если у вас будет высокий руль, можно будет не ставить вот этот детский руль. Я заказывал комплект сразу с этим детским рулем. Минус этого комплекта в том, что у него жесткие ручки. Ручки я поменял, поставил вот такие вот другие силиконовые ручки. Силиконовые грипсы, немножко их подрезал. Вот сюда поставил такую утку. Про нее я тоже записывал видео. Это и сигнал, и габарит, она может светиться. Ну и вообще прикольный аксессуар, особенно для ребенка. Если у вас высокий руль, его можно не заказывать, ребенок будет держаться прямо за руль. И в принципе, если он вам потом будет нужен, то он отдельно продается на Алиэкспресс. Стоит он, по-моему, 8 баксов. Он сделан из алюминия, это трубка из алюминия, эти крепления тоже из алюминия, и все сделано довольно прочно. Ну и вообще, как бы, довольно хорошая штука, потому что можно расширять руль, ставить сюда дополнительные фонари, велоспидометры и так далее, если у вас не хватает места на руле. Смысл в том, что если у вас он понадобится, можно потом его заказать дополнительно. Не обязательно заказывать его сразу с велосидением. Так, что еще можно сказать? Жена говорила, что ребенок, когда едет на велокресле, он засыпает, и что если маленький ребенок, он будет с такого велокресла просто падать, и все. Ну, я говорю, как он будет падать, если здесь стоят мои руки. И действительно, если я еду где-то минут 10-15, его, видимо, укачивает, хотя я еду и быстро, и подъемы, и так далее. Все равно его укачивает, и он начинает засыпать за рулем. При этом, если он засыпает, он просто начинает падать, и я ставлю руки не широко, а ставлю руки вот так вот близко, и просто руками его вот так вот держу. Но если ехать медленно, если с ним разговаривать, что-то ему показывать, то есть чтобы он просто не залипал на пейзаж, он тогда не засыпает, и получается интересная езда, получается общение на ходу с ребенком, и получается, в общем-то, очень интересно. То есть, в принципе, не стоит бояться, если ребенок у вас засыпает за рулем, можно просто взять руки поуже, ехать вот так вот и руками его при этом поддерживать. Никуда он не упадет. То есть у меня сын засыпал до такого состояния, что он просто ложился вот сюда вот лбом и лежал вот здесь вот лбом, и так вот тихонько он спал, когда я остановился. Так что бояться того, что заснет на этом велокресле и куда-то упадет, я думаю, не стоит. Ну и в сравнении, когда сын был совсем маленький, там где-то года 1,5-2, я использовал велокресло, по-моему, Kanga Safe Front какое-то. То есть здесь была такая штанга металлическая, отдельно ставилась, крепится за подседельный стержень, и здесь был такой большой
ковшик, такое полноразмерное сиденье, где ребенок пристегивается пятиточечными ремнями и спокойно сидит. И в том велокресле была такая отдельная часть, за которую он мог держаться руками и на которую он мог лечь лицом и мог спокойно спать на ней. Она была специально для этого сделана. Это, конечно, классно, но проблема в том, что оно очень широкое, и оно, по-моему, до 15 килограмм, во-первых. Во-вторых, большой вес, потому что здесь металлическая штанга, на которую крепится кресло. И в-третьих, оно широкое, то есть здесь стоит такой пластиковый ковшик в этом месте. Хотя я максимально сдвинул его вперед, но оно сильно мешало коленям, и приходилось ехать вот так вот, раздвинув колени в стороны. Ну, это было очень неудобно. Но если ребенок маленький, там где-то от года до 2, наверное, до 1,5, я думаю, что только без вариантов такое вот велокресло в форме ковша, которое фиксируется ремнями. Ну, или может быть есть другое велокресло, которое я сделаю обзор в следующем видео. Оно с рамкой, с ремнями, но оно более узкое и оно более простое. Оно не выглядит ковшиком. Что еще хорошего сказать? В принципе, велокресло классное, оно мягкое, ребенку удобно. Есть дополнительный руль, за который ему держаться удобно. И при этом он еще и рулит, то есть он как бы немножко участвует в управлении велосипедом. Есть подножки, в которые можно фиксировать ноги. То есть здесь они немножко фиксируются такими стропами. Ну, не знаю, минусов этого велокресла я не вижу. По весу вот эта часть вся алюминиевая, вот эта часть вся стальная. Трубки стальные, все остальное. Сидушка качественная, но сидушка тоже стальная. Весит, по-моему, 1,6 или 1,7 килограмма. То есть вот такое вот велокресло. Велокресло мне понравилось, ребенку оно очень понравилось. Ехать оно практически не мешает, то есть куда-то сгонять в магазин сейчас, в принципе, его снимать не нужно, оно не громоздкое, ногам оно сильно не мешает, чуть-чуть колени его задевают, но к этому быстро привыкаешь. То есть велокресло рекомендую, ссылки где купить на Озоне или на Алиэкспрессе я оставлю в описании под видео. Ну и в следующем видео, если у меня будет время, я сниму про другое велокресло, которое идет с рамкой, идет со своим рулем, и оно идет с пятиточечными ремнями, чтобы можно было пристегнуть ребенка более маленького возраста, где-то, допустим, от 1,5 там, до 2, я думаю, до 4 лет. И посмотрим, как оно в эксплуатации. Сниму видео, расскажу и покажу. Так что, если вам интересна эта тема, подписывайтесь на канал. Если это видео было полезно, ставьте лайк. Если есть вопросы по этому велокреслу, пишите в комментариях, постараюсь ответить. До свидания.